Yamaha RD500 LC 1984 года является дорожным вариантом 500-кубового гоночного прототипа Yamaha YZR500, на котором легендарный Кенни Робертс гонялся в чемпионате мира по мотогонкам в самом престижном классе. Мотоцикл представляет собой легкий и мощный байк весом 173 кг и мощностью 88 лошадиных сил. В середине 80-х годов инженеры старались максимально сократить вес, используя для этого легкие материалы для каждой детали мотоцикла. Двигатель модели имел 4 цилиндра, расположенных V-образно, а также был оснащен жидкостной системой охлаждения вместо воздушной. Смесеобразование и подачу топлива осуществляли 4 26 мм карбюратора Mikuni. На переднем колесе установлены два тормозных диска диаметром 267 мм, а на заднем один 245 мм с двухпоршневым суппортом. На задней подвеске имелся передовой моноамортизатор с комплектом регулировок. Все это позволяло мотоциклу развивать довольно впечатляющую скорость в 238 км в час. В ответ на Yamaha RD500 LC в 1985 году компания Suzuki выпустила нового члена семьи мотоциклов Gamma – 500-кубовую версию RG500 Gamma. Этот мотоцикл также являлся фактической копией спортивного мотоцикла GP. У него был такой же двигатель с 4 цилиндрами и жидкостной системой охлаждения и двухтактной технологией. Он был оборудован алюминиевой коробчатой рамой и задней подвеской Full Floater. Подачу топлива регулировали 4 28 мм карбюратора Mikuni. Максимальная мощность двигателя модели составляла 95 лошадиных сил при 9000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент составлял 71 Нм при 8000 оборотов в минуту. Трансмиссия представлена шестискоростной коробкой передач и цепным приводом. Тормозная система имеет два 260 мм диска на переднем и один 210 мм диск на заднем колесе. Сухая масса мотоцикла равна 156 кг. Максимальная скорость мотоцикла составляет порядка 236 км в час. Honda в свою очередь представила модель NS400R. Именно на таком мотоцикле в 1983 году 21-летний Фредди Спенсер стал самым молодым чемпионом мира. Копия его мотоцикла NS400R была выпущена весной 1985 года. К 1988 году популярность модели иссякла, так как началась эпоха более мощных и быстрых четырехтактных мотоциклов. Данный мотоцикл оснащен двухтактным V-образным двигателем с 3 цилиндрами объемом 387 кубических сантиметров. Охлаждение мотора жидкостное. Для подачи топлива в двигатель использовались 3 карбюратора Кейхен. Пуск двигателя осуществлялся кикстартером. Максимальная мощность составляла 72 лошадиные силы при 9500 оборотов в минуту. Трансмиссия была представлена шестиступенчатой коробкой передач и цепным приводом. Aprilia RS 250 впервые появилась на публике в 1994 году. Эта серийная модель воплотила в себе передовые достижения в области мотоспорта и быстро сыскала всеобщее уважение и почет. Мотоцикл комплектуется двухтактным V-образным двигателем Suzuki RGV 250, который дебютировал аж в 1989 году. Несмотря на жесткие экологические нормы, которые сильно давят на объемистые двухтактники, эта модель выпускалась достаточно долго. Слегка модифицированный итальянцами двигатель выдавал 70 лошадиных сил мощности. При этом мотоцикл позволял легко увеличить этот показатель путем легкого тюнинга. В двигателе стоит отметить регулируемый мощностной клапан на выпуске.
34-мм карбюраторы Mikuni с плоским золотником и электронными датчиками, керамическое покрытие стенок цилиндров. Эта дорожная модель имела максимально допустимую мощность в пересчете на литр объема – 280 лошадиных сил на литр уже с завода, поэтому дальнейший тюнинг оставался на совести владельца. Впервые представленная в 1997 году Bimoto 500 Vedue сразу же произвела фурор. Старейшей итальянской фирме удалось осуществить мечту всех разработчиков двигателей – создать двухтактный мотор с непосредственным впрыском топлива. Его рабочий объем составлял 499 кубических сантиметров, в то время как другие двухтактники, оснащенные карбюратором, имели довольно высокую токсичность выхлопа и большой расход топлива, а новый инжекторный двигатель решал все эти проблемы. Сухая масса мотоцикла составляла 176 кг. Максимальная мощность составляла 110 лошадиных сил. Мотоцикл был способен разгоняться до скорости в 265 км в час. 400-метровую дистанцию он преодолевал за 12,5 секунд, развивая скорость в 186 км в час. Но ее преследовали неудачи из-за дефектов в системе впрыска, и через год производство этой модели прекратили. Компания Zutter представила двухтактный гоночный мотоцикл Zutter MMX 500. Швейцарский производитель создал истинную трековую машину, которая является современным отображением гоночных байков прошлого. Мотоцикл оборудован двухтактным четырехцилиндровым V-образным двигателем с рабочим объемом 576 кубических сантиметров. Максимальная мощность этой фантастической силовой установки составляет 195 лошадиных сил при 13 тысячах оборотов в минуту. Стоит отметить, что сухой вес гоночного снаряда при этом равен всего 127 кг. Таким образом, удельная мощность Zutter MMX 500 составляет 1,5 лошадиные силы на 1 кг. Мотоцикл выпущен ограниченной партией в 99 штук. Его цена составила $125 000.